Будто из пустоты появилась голодная стая гиен, и Лайма, сотрясаясь от страха, прильнула к своим малышам, убежденная, что это их последний час. Ее уже несколько часов держала в плену веревка у старой корявой акации, брошенную, забытую, совершенно беспомощную. Она не понимала, сколько времени прошло, знала только, что солнце давно село, а ужас не отступал. Теперь смерть пришла за ними, но то, что произошло дальше, бросило бы вызов любому представлению о природе и раскрыло бы истину о сострадании, которую не смог бы объяснить ни один ученый. Мартин жил в одиночестве на окраине саванны Туркана, в полуразвалившемся доме, давно потерявшем свое предназначение. Главное здание, возведенное десятки лет назад, жалобно скрипело при каждом дуновении раскаленного ветра. Бескрайние равнины уходили к линии горизонта. Вокруг хижины валялись ржавые сельскохозяйственные орудия, пустые бочки из-под масла и механизмы, не работавшие годами. У Мартина жила собака по кличке Лайма, белый ретривер, чья шерсть отливала жидким золотом в лучах заката. Она появилась почти случайно. Женщина из дальнего селения привезла ее как-то утром, попросив присмотреть пару дней, но так и не вернулась. Поначалу Мартин даже обрадовался. Гнетущее одиночество саванны отступало, а присутствие живого существа дарило ощущение нормальной жизни. Он привык к ее шагам, к тому, как она встречает его у порога, к вечернему теплу ее тела. Все перевернулось, когда Лайма принесла щенков. Он пытался пристроить их, говорил с соседями, ездил в деревню, расклеивал объявления. Никто не отозвался. Месяцы шли, а положение становилось только хуже. Еда дорожала, вода в этих краях была на вес золота. Прокормить целую свору собак стало непосильной ношей для его скудного бюджета. Он начал ненавидеть хаос, ворвавшийся в его жизнь. Шерсть лежала по всей хижине. Двор каждое утро напоминал поле битвы, вырытые ямы, погрызенные вещи. Щенки носились без устали, опрокидывали ведра, заливались лаем на птиц и друг друга. Каждый раз, выходя за дверь, он вынужден был ловить хотя бы одного из них под палящим солнцем, продирая сквозь колючие кусты, в царапинах и поту. Работа на поле запускалась. Раздражение копилось день за днем, превращаясь во что-то темное и бесповоротное. Однажды утром, когда рассвет окрасил саванну в розовый цвет, Мартин проснулся с уже созревшим решением. Мысль давно бродила в голове. Но именно сегодня он ощутил, что пора действовать. Что-то внутри окаменело окончательно. Он должен избавиться от них. От всех. Он двигался механически, стараясь не думать. Он достал прочную веревку из сарая, ту самую, которой крепил грузы в своем пикапе. Затем холодными, отстраненными движениями погрузил Нару и щенков в машину. Лайма смотрела на него янтарными глазами, полными любви, не подозревая о предательстве. Он отвернулся, завел мотор и выехал на старую проселочную дорогу, которой не пользовался годами. Машина подпрыгивала на выбоинах, вздымая рыжую пыль. Примерно через 20 минут он остановился на уединенном клочке земли в глубине саванны. Там росла одинокая акация с ветвями, похожими на костлявые руки, тянущиеся к небу. Мартин туго примотал Лайму к стволу, убедившись, что не вырвется, а потом ложил щенков рядом прямо в пыль. Не оставил ни воды, ни еды. Уехал, не оборачиваясь. По пути его терзала вина, но он твердил себе, что выбора не было. Дома рухнул на кровать и проспал до вечера. Через 2 дня любопытство взяло верх, и он поехал посмотреть, чем все кончилось. Они были все еще там. Лайма жива, щенки шевелятся. Это вызвало у него не облегчение, а лишь новую волну раздражения. А затем он увидел в высокой траве силуэты. Пятнистые гиены застыли, глядя на него. Кровь застыла в жилах. Он рванул к машине и уехал, решив, что теперь все решится само. Но он ошибался. Лайма долго лежала, не двигаясь, растерянная. Веревка больно врезалась в шею. Щенки тыкались вокруг, ища тепло и еду, но находили только сухую землю и пыль. Она пыталась вырваться, пока не содрала кожу в кровь, а потом смирилась. Когда гиены приблизились, Лайма, собрав остатки сил, встала. Хищники не напали.
Они остановились и смотрели. Самый крупный самец со старым шрамом на морде подошел ближе, изучил ее и щенков, затем отступил. Они остались. К ночи гиены все еще были рядом. Одна из них ушла и позже вернулась с добычей, оставив мясо неподалеку. Лайма долго не решалась, но голод пересилил. Она поела, а потом поделилась со щенками. Гиены наблюдали и охраняли. Шли дни. Они отгоняли других хищников, рискуя собой. Однажды даже встали стеной против леопарда. Страх Лаймы постепенно уступал место доверию. Щенки крепли, учились ходить и играть под безмольным присмотром тех, кого она должна была бояться. На 5-й день на дороге появился новый внедорожник. В нем была Амина, ветеринар из спасательной службы, получившая анонимные координаты. Когда люди увидели изможденную собаку, щенков и спокойно сидящих рядом гиен, никто не мог поверить своим глазам. Гиены поднялись и бесшумно ушли, словно выполнив свою работу. Лайму освободили, напоили и увезли. В официальном отчете Амина даже не упомянула гиен. Позже ей пришло короткое сообщение «Спасибо». Щенки нашли новые дома. Лайма обрела покой. А история о стае гиен, выбравших защиту вместо охоты, так и осталась загадкой. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.